Привет! Мы долгое время не выходили. Почему? Потому что было большое количество работы. Многие семьи приезжают в Аргентину, обращаются в компанию «Паспорт Аргентины» к юристу Ивану Владимирову. Я тоже принимаю участие в сопровождении таких семей по 3 программам: программе «Рантье», обучение, роды в Аргентине. И поэтому работы было очень много. Сейчас я хотела бы сделать серию роликов и рассказать, во-первых, о новостях, о кейсах и осветить те вопросы, которые чаще всего задают зрители канала «Аргентина на каблуках», вопросы, которые приходят непосредственно в компанию «Паспорт Аргентины». И для этого я взяла интервью у Ивана Владимирова, юриста, который сопровождает эти кейсы, и разделила эти выпуски на 3. Соответственно, один выпуск будет посвящен программе «Рантье», второй – программе обучения, часто задаваемым вопросам по этой программе, и третий по получению паспорта по программе родов в Аргентине. Поехали! Иван, что это за здание? Где мы сейчас находимся? Ну, это, наверное, самое счастливое здание для всех наших клиентов. Это финальная точка, где все наши клиенты получают паспорта и принимают присягу. Вот как раз сейчас закончилась присяга для 2 семей, которые получали паспорта. Y a las instituciones de la República Argentina por ella consagradas. Sí, juramos. Bien, excelente. A partir de ahora son ciudadanos argentinos con firmeza. Pase. И, собственно, наша работа на этом заканчивается. И, Теперь они ждут живые паспорта по почте, правильно? Да, все верно, абсолютно. Здорово, поздравляю! Поступает очень много вопросов от наших зрителей по программе «Рантье». Я собрала топ вопросов. Мы предлагаю остановиться на самых распространенных, буквально нескольких, и разобраться в кейсах, да, в ситуациях, которые задают людям. Итак, доход есть, но скрипты. Человек получает доход в криптовалюте, живет на него, но не может подтвердить его официально. Как юрист может помочь в легализации такого дохода? Да, действительно частая ситуация, когда доход поступает, но поступает именно в криптовалюте. По нашим клиентам достаточно часто клиенты обращаются с такими проблемами. Такой доход, сразу скажу, что мы можем показать и для Migraciones подготовить необходимые документы, которые они принимают. Соответственно, не только как подтверждение дохода, но и в дальнейшем можем показать эти деньги как поступление в банковскую систему Аргентины. Следующий вопрос. Аренда в России, но через родственников. Недвижимость сдана, деньги идут, но договор на брата или мать. Можно ли использовать такие документы и нужно ли переоформлять их? Значит, ситуация, наверное, здесь 2 варианта есть в этом вопросе. Если мы говорим о том, что брат или сестра или мать, в общем, близкий родственник, также легализовывается в составе семейной группы, да, тогда вопросов здесь нету, то есть такие документы подходят, и Migraciones их примет как подтверждение пассивного дохода. Если же мы говорим про родственников, которые остались в России, собственник этой недвижимости переезжает в Аргентину и легализовывается здесь, тогда необходимо переоформить договор аренды именно на того человека, который будет подаваться, и собственником, который является этой недвижимостью, и уже подавать документы в Migraciones. Поняла, спасибо. Движемся дальше. Проблемы с апостилем в стране исхода. Невозможно получить апостиль на справку о несудимости или другие документы. Какие обходные пути есть? Хороший вопрос. Частая ситуация, действительно, с учетом нынешних обстоятельств, возникает с такими проблемами, к нам также обращаются. Пути решения есть, сразу скажу.
Значит, документы эти можно легализовать в Аргентине. Необходимо это делать с помощью МИДа. Конкретно о процедуре, наверное, я не буду освещать детально, но скажу, что такие проблемы мы решаем. И это возможно сделать, пути есть, поэтому... Нет смысла беспокоиться? Беспокоиться смысл есть, потому что процедура дольше и сложнее, чем просто проставить апостиль. Вот, соответственно, в идеальном варианте мы ищем вариант, чтобы все-таки этот проставить апостиль. Если апостиль проставить невозможно, тогда для решения этого вопроса привлекаем Министерство иностранных дел. В Аргентине сегодня очень жарко, поэтому, возможно, наши лица блестят и немного красноватого оттенка, но мы все равно хотим ответить на те вопросы, которые к нам поступают, и поэтому займем еще немного времени у адвоката, пожалуйста, Иван. Хорошо, да. Так, документы потеряны на этапе апостилирования. Ценные оригиналы отправлены в другой конец мира для апостиля и пропали. Хороший вопрос. Все вообще сегодня вопросы хорошие, могу сказать. Плохих не держим. Да, плохих явно нету. Эта проблема, скорее всего, возникает у тех людей, которые заранее не подготовились к легализации в Аргентине и решились на легализацию, уже находясь в Аргентине. Соответственно, у них оказались на руках документы не апостилированные, и они отправляют эти оригиналы в страну происхождения и пытаются получить апостиль. Такой порядок мы не рекомендуем применять, потому что как работает почта, каким образом международная доставка будет происходить, и как орган, который в России получил эти оригиналы почтой, как он будет обращаться с этими документами, мы, конечно, проконтролировать не можем. И здесь никто никакой гарантии даст не сможет. И я рекомендую, если такая ситуация уже произошла, и вы находитесь в Аргентине, и апостилированных документов у вас нету, привлечь доверенное лицо, если у вас есть свое доверенное лицо, которое эти документы своими руками отнесет и будет на руках подтверждающий документ, что эти документы переданы в орган, который представляет апостиль. Это первый вариант. Либо привлекать, соответственно, профессиональные компании, чем мы занимаемся также на территории России, чтобы переслали документы нашим сотрудникам, и они уже относили эти документы и гарантированно получали оригиналы уже с апостилем. Второй вариант – это готовить эти документы заранее, находясь в этой стране, в стране, из которой вы уезжаете. Это самый надежный способ, потому что у вас находятся оригиналы, вы их лично относите и лично получаете документы с апостилем. Ну вот, наверное, такой совет. Если у вас остались вопросы по теме оформления легального статуса проживания на территории Аргентины по программе «Рантье», задайте их в комментариях или запишитесь на консультацию к юристу Ивану Владимирову. Контакты для связи вы найдете в описании под этим видео. А в следующем выпуске мы уделим внимание ВНЖ по обучению.